Друзья, привет, с вами Фавионыч. Сегодня у меня необычный ракурс, друзья. Сегодня на дерево залез, и у нас резко похолодало. У нас было 26, там и больше, а сейчас стало 12-13 градусов. Очень сильный ветер. И пришло время, друзья, поговорить про кроссовках на прохладную погоду. Проба. Те, кто смотрел мои ролики, друзья, про босоножки, в которых я пользуюсь уже больше 10 лет, про межсезонные кроссовки MX, отдельно я их показывал, в трансляции отвечал на вопросы. Также зимние кроссовки или зимние кеды. Но сегодня, друзья, мы не про это поговорим. Преимущество кроссовок Terra Cruz является то, что у них не застревают в камнях, в мелкой гальке гранитной, в подошве не застревают камни, потому что там есть эластичная подошва из полиуретана. Да, почему же я сегодня решил записать видео про эти именно кроссовки? По-другому их не назовешь, потому что это все-таки кроссовки. А как раз из-за того, что, во-первых, на лето, во-вторых, это вентилируемо, плюс сегодня и завтра у нас ожидаются большие дожди, эта обувь очень быстро сохнет. Плюс очень эластичная мягкая подошва, она как можно сравнить ее с, наверное, какими-то чешками по ощущениям, потому что ты идешь и ты чувствуешь все вот эти неровности, ну не то что мелкие камешки какие-то, а именно неровности, то есть для передвижения, для тех людей, которые опытные в трейле, да, наверное, скорее всего, это подойдет обувь. Недостатком является в первую очередь durable, так называемые вот эти защитные части. Поэтому на них очень хорошо видно грязь, пыль, но танки грязи не боятся, как говорится. И Фавионыч никогда не выбирал обувь по принципу, что это красиво. В первую очередь должно быть функционально удобно и беречь ваши ноги. Поэтому, кто смотрел мое видео, какое, скажете? Видео в городе, где я снимал, было жарко, и я по глупости одел их, когда асфальт был разгорячен. Поэтому, если вы путешествуете именно в очень жарких местах, то я бы не рекомендовал такие кроссовки, а рекомендовал бы все-таки классические сандали от Эко Offroad, или те, о которых я недавно рассказывал в трансляции, показывал. Это женский вариант, называется круиз. Ну а мы сегодня поговорим именно о том, что Эко называла раньше Terra Cruz, и эта версия, которая у меня, это Terra Cruz 2. Хотя я мерил и первый Terra Cruz, но второй Terra Cruz, конечно, отличается. Он более мягкий, более современная такая конструкция. Насколько я сейчас понимаю, эта моделька сменилась на Exostrike, теперь он называется. Но подошва такого же типа. Единственное, что нижняя часть подошвы изменилась, и нижняя часть подошва теперь из другого материала. Поэтому напишите в комментариях, друзья, кто уже пользовался именно современными версиями и какие у вас ощущения. Буквально за моей спиной, кто смотрел мое видео про макросъемку гриба к Flickr Explorer, я как раз вот здесь на склоне записывал. Склон совершенно очень скользкий, друзья, чрезвычайно скользкий. Это была запись после дождя, поэтому в этих кроссовках я не скользил. Это очень классно для вот таких экстремальных случаев. Но вы видите, что вот сейчас дождик начинается, да, на темном. Вот видите, пыль видна достаточно хорошо. Здесь я снимаю около дороги. То же самое у этих кроссовок. Вот эта часть, она достаточно быстро собирает пыль. В остальном, конечно, я бы рекомендовал эти кроссовки, кому попадутся эта серия, потому что это очень мягкие кроссовки, чрезвычайно мягкие. И я говорю, что если сравнивать, можно сравнить с какими-то чешками. То есть настолько это все эластично мягко. При этом шнуровка автоматическая, вот это быстро, которая, как говорят, на ходу можно шнуровать, да. Дернул пипочку подальше и зашнуровал немножко получше. То есть многие жалуются на то, что кто-то говорит, что не может отрегулировать жесткость вот этих шнурков. Но я думаю, что это люди просто, которые не пробовали это делать или не понимают вообще принципа. Но для того, чтобы понимать, смотрите канал Фавионыч, подписывайтесь. И я думаю, что
у вас будет о чем поговорить. Тут надо мной какие-то птицы взбесились.